Всем привет и добро пожаловать на мой творческий канал. В этом видео покажу вам художественную пастель, которую использую в своем творчестве. Мне часто задают вопрос по поводу пастели, и я решила записать отдельное видео. Уже года 3, как я использую вот эту мягкую профессиональную масляную пастель Mungyo, производства Корея. Она прекрасно справляется с моими творческими задачами, а именно пастель я использую для тонировки цветов и различных фигурок из фоамирана. Благодаря ее мягкости пастель без труда ложится на фоамиран и хорошо растушевывается и пальчиками, и губкой, и салфеткой. Цвета яркие и насыщенные. У меня набор из 36 мелков. Правда, один где-то затерялся. Это был оливковый цвет, который я не использовала совсем. И по всей видимости он на меня обиделся и ушел к другому мастеру. Этой палитры мне вполне хватает. Как вы видите, за годы использования у меня уже определились самые популярные оттенки. Сами мелки уже не так презентабельно выглядят. Какие-то поломались, какие-то потеряли свои так называемые рубашки. Но зато они у меня самые любимые и востребованные. Я часто делаю нежные розочки, и тут мне помогают мелки номер 240, нежно-персиковый или, как написано на самом мелке, лосось. И номер 216 розовый. Далее номер 209, карминовый. Для себя я его обозначила как темно-малиновый. И мне нравится затемнять розовые лепестки, чтобы придать цветочку более интересную окраску. Номер 244, белый. Ну, тут и так все понятно, это часто используемый цвет, и можно осветлить и даже самые светлые заготовки для цветов. Например, вы могли видеть в моих видео, как я тонирую белой пастелью нежно-розовые заготовки. Или наоборот, приглушая яркие цвета фоамирана. Из зеленых оттенков ходовыми у меня стали номер 241 светло-оливковый и 232 зеленый мох. Вот он просто находка для тонировки листьев и стебельков. Самый любимый коричневый оттенок номер 237, рыжевато-коричневый. Он у меня и для тонировки листьев, и для придания румянца печенюшкам из фоамирана. Очень люблю этот оттенок. Вот, пожалуй, и все ходовые оттенки, которые явно у меня выделяются на фоне других. Могу еще отметить несколько мелков, к которым часто обращаюсь. Это номер 223, как написано на мелке, это бирюзово-голубой. Вот именно этот оттенок помогает мне создавать цветочные веточки, напоминающие незабудки. Номер 248, черный. Его я использую для тонировки листьев и для окрашивания фигурок из фоамирана. Рисую им глазки, носик, ротик. Номер 246, серый, но лично мне он больше напоминает серо-голубой. Этот оттенок для меня стал открытием совершенно недавно. Сами посмотрите, какой шикарный цвет получился у розочек. Ох, и раскрываю я сейчас свои секретики, но пусть это будет бонусом для самых внимательных зрителей. Из фиолетово-сиреневых могу выделить 214 розовато-лиловый и 215 светло-фиолетовый. Из солнечной палитры чаще всего в моих руках оказывается номер 207, и если верить названию, то это алый, номер 202 желтый и номер 204 золотой-желтый. Кстати, вот этот оттенок мне нравится больше. И еще можно выделить пастель 236, коричневый. Как раз таки его я использовала для тонировки этих осенних фигурок. Все остальные цвета я либо вообще не трогаю, либо применяю их очень-очень редко. Для себя я уже давно сделала вывод, что в будущем новые наборы я покупать не буду. Лучше докуплю свои любимые оттенки поштучно. Кстати, да, очень удобно, что пастель этого производителя можно купить как в наборах, так и по отдельности. Точно знаю, что в Леонардо и в красном карандаше можно приобрести пастель поштучно. Думаю, если поискать, то и в других магазинах тоже можно найти эти мелки. Название я еще раз продублирую в описании под видео. Друзья и гости канала, если вам понравилось это видео и вы хотели бы видеть и другие видео в формате вопрос-ответ, то поставьте свои вдохновляющие лайки и напишите в комментариях вопросы, на которые хотели бы услышать мой ответ. И если этот формат вам понравится, то на канале появится новая рубрика с ответами на самые часто задаваемые вопросы, связанные с моим творчеством. И при создании таких видео я буду опираться на вопросы, которые вас интересуют. У меня, конечно, уже есть
небольшой список вопросов, которые из раза в раз повторяются, даже несмотря на то, что я уже на них отвечала в каких-то видео. Поэтому подумала, что было бы удобнее делать отдельные видео по каждому вопросу, так и вам было бы проще находить ответ на интересующий вопрос. Спасибо, что заглянули в гости. Желаю вам вдохновения и творческих успехов. С вами была Юля Шутегова. Пока-пока!